Очень простой вопрос. Что можно увидеть в Таиланде за целый год жизни? Ну, например, вот это. Это. И даже это. Да, это все Таиланд. И живу я здесь на острове Пхукет уже второй год. И за это время я не видел ничего из того, что я вам только что показал. Тогда что же я видел? А видел я это и еще раз это. Но почему? Ты же живешь на райском острове, спросите вы. Да, все банально и просто, и объясняется одним словом. Работа. Но про это как-нибудь в другой раз. Потому что сегодня я решил, что работать в таком темпе уже больше нет сил. Поэтому я взял мини-отпуск, и сегодня мы с вами отправляемся на Семиланы. Да, друзья, мы с вами сегодня действительно отправляемся на Семиланские острова. И я предлагаю вам ненадолго отдохнуть от всей той суеты, которая каждый день не дает нам всем покоя, расслабиться и от всей души насладиться этими шикарными видами. Это мой первый выпуск про невероятные места Таиланда, и я не собираюсь на этом останавливаться. Приятного просмотра. Ваня! 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 Что-то не открывал. Ваня! Ваня! Ты чего ломишься в такую рань? В общем, давай, отправляй меня в отпуск. Я не знаю, куда-нибудь. Куда? Да, куда угодно. Лишь бы там я ничего не организовывал. Угу. Ща. Пойдем. Куда? Пойдем со мной. Так а что, мы уже куда-то едем, что ли? Конечно, конечно, пойдем. Так. И чё? Сейчас. Ой. О! Во, уже ближе. Дальше будут Семиланы, но уже без меня. Какие Семиланы? Блин, Вань, ну не настолько же срочно. Ну, отправь меня с группой, я тут же один совершенно вообще, никого нету. Возвращай меня давай. Окей, завтра ранним утром выезд, не проспи. Остальное в WhatsApp напишу, понял? На самом деле, это одно из самых лучших мест, куда можно сгонять в тур недалеко от Пхукета. И он даже не представляет, что его там ждет. Нам что, в 5 утра вставать? Да. Ну, Так что смотрите этот ролик до конца, там будет инструкция, как попасть в такой же тур. Да, вставать завтра в 5 утра, потому что выезд у нас в 5:20. Поэтому я сегодня постараюсь лечь пораньше, чтобы никуда не опоздать. Но прежде я хочу показать вам то, что я возьму с собой в поездку. Так, и что мы тут имеем? Водонепроницаемый портфель. Понятное дело, что полотенце. Естественно, если мы будем плавать, куда без плавок. Запасные шорты беру просто на всякий случай. На месте вам дадут маску, но я беру свою, потому что она у меня есть, просто я ее беру. Powerbank, потому что нужен. Крем 50 SPF. Я им не пользуюсь, как вы видите. Но вам советую. Нужно обязательно взять, чтобы не обгореть. Конечно же, воду на всякий случай. Это документы на дрон. Мы с ними очень долго возились,
переносили съемку целых 2 раза. То есть мы 2 недели не могли уехать на Семиланы, потому что хотели отснять для вас очень-очень крутой контент. Обязательно беру. Головной убор. Куда же без него? Вроде все взял. Кое-что забыл. Сейчас. Вот такой обычный белый лейкопластырь. Я позже расскажу, для чего я его с собой беру. Главное завтра не проспать. Машина заберет меня ровно в 5:20 утра. На самом деле, я, конечно же, не опоздал, но если вдруг опаздываете вы или не можете найти свою машину, почти у каждого турагентства есть чат техподдержки, куда можно написать, и они вам помогут. В моем случае это Иван Дурьян, и сейчас мы будем проверять, как у Вани в компании работает его техподдержка. Вань, я опоздал тут. Скажи, пожалуйста, что мне делать? Ждем. О, Ваня ответил. Доброе утро. Да ладно тебе, я уже знаю, что вы в пути. Всех забрали, все нормально. Хорошего путешествия, если что, пиши. Как видите, все работает. Это все прекрасно, но вы меня спросите, что такое вообще эти Семиланы и зачем нам вставать в такую рань, чтобы туда добраться? Семиланы – это архипелаг, то есть группа островов, и всего их 11. Ландшафты островов варьируются от белых песчаных пляжей до гранитных скал, что делает Семиланы уникальными для исследования как на суше, так и под водой. Расположен архипелаг в Андаманском море, и добраться до него можно только на лодке от пирса Тап-Ламу, что у побережья провинции Пханга. Пирс – наша первая точка прибытия, и чтобы попасть туда с Пхукета, нужно проехать 1,5-2 часа наземным транспортом, далее пересесть на лодку и еще идти по морю около 70 километров. Ждем туристов. Я не очень люблю автобусы, особенно серпантин. Я достаточно плохо переношу дорогу. И вот я купил вот такие таблетки почти в любом 7-Eleven. Они продаются на кассе, помогают от укачивания. Но, скорее всего, это не последний транспорт, где меня может укачать. Я думаю, что там будет скоростной катер, и там меня укачивать будет очень сильно. Поэтому вот эта штука должна мне помочь. На самом деле мне не очень верится, но будем пробовать. Тем временем мы с вами прибыли на пирс, и можно сказать, что половина пути пройдена. По программе здесь нас ожидает завтрак в виде небольшого шведского стола. Также нас немного проинструктируют на нескольких языках, кроме русского, и после мы отправимся грузиться на наши лодки. Завтрак в целом был неплохой, но так как мы немного опоздали, есть пришлось в ускоренном темпе. Мы бежим. Sorry. Which boat? Okay. Good. 3? Судя по всему, мы едем на каком-то скоростном катамаране. Мне ребята в Иван Дурьян показали такой лайфхак. Вам нужен вот такой
пластырь. Берете этот пластырь, клеите на пупок. Вот так, крестиком. Говорят, что помогает от укачивания. Как раз проверим. Тебе, кстати, нужно? Ну, вроде это не спидбот. Это не спидбот. Это катамаран. У меня вопрос. Какая сторона лучше, чтобы не укачала? Лучше? Да, Это. эта сторона. Да. Счастливый пакет. Да, все может быть. Very happy. Very happy. Конечно, я перестраховался, но как будто бы зря. Волн практически не было, да и катамаран двигался достаточно комфортно. Вот эти волны, которые вы видите, на самом деле это море спокойное. Потому что недельки 2 назад, может быть даже неделю назад, говорили, что волны были по 2-3 метра. Представляете? Вот это, я не знаю, 50 сантиметров, 70 максимум. А представляете, 2-3 метра. Здесь просто так кидало бы вот эту маленькую лодочку, хотя она не маленькая, что мы здесь бы не стояли. Тому, кто плохо переносит вот эту качку, лучше выходить вот сюда на 2-й этаж или просто встать и смотреть куда-то в горизонт, далеко. Потому что если вы смотрите куда-нибудь в телефон и вас качает, или куда-нибудь в одну точку, то есть не видите пространства вокруг, вас будет очень сильно укачивать. И, кстати, в туалет при качке ходить не советую, потому что там просто конура. Вас там укачает просто моментально вот так. Ну что, друзья, мы уже почти приехали. Это острова с 1 по 7, а это остров номер 8. Ко-Симилан? Да, это остров номер 9, остров Бамбук. Мы посетим 4? Да, 4, 4, 7, 8 и 9. Сейчас мы собираемся на остров номер 8. Затем будет снорклинг там же. Или мы поплывем на остров номер 9. Я понял. Ну что, это самый большой остров, который называется Ко-Симилан. Остров номер 8. Это первый остров, в котором мы останавливаемся. Дальше у нас будет снорклинг, потом еще пляжный отдых, а потом опять снорклинг. Итак, поздравляю всех с прибытием на Семиланские острова. Хорошо. Сейчас мы на острове номер 8. Мы называем этот остров Семилан, и он самый большой из всех. Мы называем это заливом Дональда Дака. Почему мы называем его так? Потому что, смотрите, большая скала похожа на голову утки, поэтому мы называем залив Дональдом Даком. Мы будем здесь около часа, и я рекомендую вам сразу подняться на большую скалу, пока не очень много людей. Не опаздывайте на лодку. Смотрите, какая прозрачная вода. Она прям бирюзовая. Реально. Офигеть. И вот мы наконец-то прибыли на первый остров. И пока мы высаживаемся на берег, давайте поговорим про Семиланы немного подробнее. Семиланы каждый год закрываются в низкий сезон и вновь открываются в высокий. В низкий сезон острова закрываются, потому что добраться сюда можно только морем, а море в низкий сезон, мягко говоря, неспокойно. Не хотел бы я оказаться в лодке в такую погоду. Со стартом высокого сезона Семиланские острова открываются, и в этом году посетить национальный парк можно было уже с 15 октября. Но мы с вами добрались сюда немного позже, и вот почему. Идем туда. Мой оператор уже успел посидеть в тюрьме Бангкока за полет над закрытой территорией, и сидеть второй раз ему как-то не хотелось. И несмотря на то, что у нас уже было целых 2 обязательных документа для полетов на дроне в Таиланде, для полетов здесь, на Семиланских островах, нам нужно было получить еще одно специальное отдельное разрешение. Ну и как вы уже могли понять, оно того стоило. Просто посмотрите еще раз.
Так, ну вот это нам уже больше не понадобится, так что... А-ха-ха! А! Здоровье требует жертв. К слову сказать, это не единственное ограничение, которое действует на территории Семиланских островов, и на это есть веские причины. Дело в том, что Семиланы – это один из самых значимых национальных парков Таиланда. Парк является домом для более 100 видов птиц, включая редких. Посмотрите, это никобарский голубь. Вот это я понимаю голубь. Ну и теперь вы понимаете, почему летать на дроне здесь можно только с разрешения администрации. И я надеюсь, сегодня мы не потревожим ни одну из этих редких пташек. Еще одно ограничение, которое действует на Семиланских островах, это ограничение по числу посещений туристов. И ежедневно на острова допускается не более 3325 человек. И нужно это для того, чтобы сохранить всю здешнюю экосистему от воздействия туризма. Дело в том, что в 1998 и в 2010 из-за изменения температуры около 90% коралловых рифов были уничтожены. И только с 2019 года кораллы начали активно восстанавливаться. Тот самый случай, когда ковид очень сильно помог. Кораллы – это по сути целые населенные пункты для рыб и других морских обитателей. Ну вот если Большой барьерный риф в Австралии – это для них целая страна, то Семиланские острова – это просто большой мегаполис, который славится своим огромным разнообразием всякой подводной живности. Кстати, если учесть, что парк открыт для посещения только 213 дней в году, то за это время парк может принять 708 225 туристов. И казалось бы, это много. Но за это время тот же Пхукет планирует принять что-то около 7,5 миллионов туристов. Так что ставим всем этим ограничениям лайк. Нам как раз уже пора собираться в очередную точку нашего путешествия, где под толщей прозрачных вод Семилан мы и продолжим наше исследование. Матвей, ты же помнишь, что мне нельзя глубоко нырять, и я не могу, потому что у меня баротравма. Так вот, я возлагаю эту миссию на тебя. Ты готов? Покажи, что ты там делаешь. Вообще, основная фишка Семилан – это как раз снорклинг и дайвинг. Здесь можно найти как спокойные мелководные участки для начинающих, так и глубоководные места для продвинутых дайверов с подводными течениями и более сложными условиями. Благодаря своей прозрачной воде, которая особенно чистая с декабря по апрель, острова считаются одним из лучших мест в мире для дайвинга. Видимость под водой может достигать 30-40 метров. Мы снимаем эти кадры в ноябре, и видимость пока не самая лучшая, но, честно сказать, нам и этого вполне хватило. Во время погружения можно встретить таких редких морских обитателей, как китовые акулы, мантаскаты и морские черепахи. Кроме того, здесь обитают рыбы-клоуны, хирург-рыбы, рыбы-попугаи, рыбы-львы и даже барракуды. Последних встретить я бы не хотел.
Смотрите, вон там два спидбота. Один поменьше, и другой чуть-чуть побольше. Вот если ехать на самом маленьком, то это будет точно Блеватрон 3000. А вот катамаран уже, в 1,5 раза больше точно. Снорклинг на самом деле выматывает, и после него хочется просто лечь на песок и отдохнуть. По этому поводу не переживайте, немного времени на это у вас тоже будет. Это для нас, Да. это и это? Да, для 2 человек. Правда? Правда. Боже мой. Так, нам готовят какой-то супчик, смотрите. Похоже на уху. Приятного аппетита. Thank you. Кап. Вкусненько. Остро нет? Неплохо. Не остро. Чуть-чуть. Оно, знаешь, немножко с этим. Как его? Джинджер. Я забыл, как на русском. Что это? Подожди. Я не скажу. Джинджер, в общем, я забыл, как на русском. Имбирь. Имбирь. Вот. Точно. Оно с имбирем. Очень вкусно. Смотрите, какой песок здесь. Очень мелкий, как пудра. Результат миллионов лет работы природы. Природа — это просто идеальный скульптор. Лежать на таком песке, кстати, довольно приятно. Он не впивается в кожу, как более крупный песок, и смывается легко. Белоснежный цвет и мелкозернистость – это результат естественного измельчения кораллов, морских раковин и прочих морских отложений. Какие-то несколько миллионов лет работы природой, и сегодня мы с вами имеем возможность лежать и ходить по такому потрясающему песку. Когда думаешь про это, невольно начинаешь ценить. Острова Семилан в том числе состоят из гранитных скал. Ветра и волны превратили их в плавные обтекаемые формы, создавая характерные круглые очертания, которые как-то по-особенному впечатляют. Дональд Дак. Это действительно похоже на Дональда Дака. И располагается она на острове номер 8, рядом с бухтой и пляжем, который называется, как вы думаете? Правильно, Дональд Дак Бэй. Заметили, что названия островов очень простые? Остров номер 8, остров номер 4, остров номер 5 и так далее. На самом деле каждый остров имеет свое название. Допустим, остров номер 4 называется Ко-Меанг, остров номер 5 Ко-Ха, а остров номер 8 Ко-Семилан. Самый крупный остров архипелага, и на нем есть не только скала с головой Дональда Дака, но и скала, похожая на парус. Раньше на Семиланах можно было остаться с ночевкой и посещать больше островов, чем сейчас. Сейчас ночевать здесь нельзя, и открыты только однодневные туры. Плюс 4 из 11 островов архипелага закрыты для сохранения местной природы и фауны. Получается, что для посещения открыты только 7, и как посетить за такой короткий промежуток времени их все, я не представляю. В лучшем случае, особо никуда не спеша, я думаю, что можно посетить 4, максимум 5 островов. На самом деле, я бы сказал, что путешествие на Семиланы – это не самый легкий тур. И я не советую его тем, кто не намерен тратить почти половину времени из путешествия только на дорогу. Причем дорога не самая легкая, и не каждый ее выдержит. Вас банально может все время укачивать, и тур превратится в сплошное мучение. Тайцы, кстати, и здесь не унывают, и в лодке раздают всем желающим пакеты, которые оптимистично называют «Happy Bag». Вообще,
Тайцы мало когда унывают, много улыбаются, радуются мелочам и в целом как будто бы на 100% познали истину из фразы одного философа, которая гласит: «Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях». Хоть я и похож на местного внешне, но внутренне мне до истины из этой фразы еще далеко. Но знаете что? Первый шаг на пути сделан, и я уже выбрал жить не там, где бывает холодно, а там, где круглый год плюс 25-30, растут пальмы на берегу теплого моря, и вокруг зелень, зелень и еще раз зелень. И если вы прилетели на Пхукет или как я здесь живете, то не отказывайте себе жить. Иногда я и сам забываю, в каком невероятном месте я живу. Так что меняйте картинку и не будьте мной. Ведь Таиланд – это не только пляжи, ночные рынки и улицы с барами. Весь Таиланд раскрывается в путешествии, и неважно, маленькое оно или большое, в любом уголке вас могут ждать интересные места и потрясающие эмоции. Просто заказывайте такси или берите байк в аренду и вперед навстречу приключениям. Ну а если вы не хотите обременять себя рутиной, что-то искать и планировать, то просто берите готовый тур у моего друга Вани. С ним можно, как говорится, хоть куда. Пхипхи, Симиланы, ближайшие острова вокруг Пхукета и даже сам Пхукет. Впрочем, не буду вас долго здесь томить, все варианты можно посмотреть по ссылке в описании или по этому QR-коду. Переходите. Кстати, вот вам интересные факты про туризм в Таиланде. Таиланд является одним из самых востребованных туристических направлений в мире. В 2019 году страну посетило более 39 миллионов иностранных туристов, и на тот момент это было 8-е место в мире. На самом деле 39 миллионов иностранных туристов у меня просто не укладывается в голове. Особенно это взрывает мозг, если учесть, что на тот момент в Таиланде официально проживало 69 миллионов местного населения. Получается, что на каждого второго местного был один иностранный турист. Ну, все же помнят, ковид внес в туризм свои коррективы, и сейчас Таиланд постепенно восстанавливается. В 2023-2024 годах здесь планируют выйти на отметку 25-30 миллионов иностранных туристов в год. Ведь туризм составляет значительную часть ВВП страны, это около 12-20% в разные годы. Это делает индустрию туров и путешествий одним из ключевых секторов экономики Таиланда. Туроператоров и турагентов, как вы понимаете, достаточно много, а вот перевозчиков чуть-чуть поменьше. Так что иногда туристы могут путешествовать в одном туре от разных компаний. Но на самом деле это и не важно. Важно лишь само путешествие и те эмоции, которые вы получаете. Что еще сказать про Семиланские острова? Наверное, что второй раз я здесь буду уже без съемок и камер, чтобы точно насладиться здешней красотой, спокойно полежать на пляже и как можно больше посмотреть морской фауны. На сегодня наш трип по Семиланам заканчивается. Если вам понравилось это видео, то, как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь. Спокойного моря вам путешествий и увидимся в следующих выпусках.